Всем привет! В этом видео наконец-то я поделюсь, как я украшала этот тортик. Если вам интересно, смотрите дальше. В предыдущем видео я уже поделилась рецептом медовика без раскатки коржей. Ссылку оставлю в описании. И далее надо выровнять, укрепить торт для того, чтобы его можно было украсить. В этот раз я обтяну торт с темперированным шоколадом. Взяла примерно 150 грамм шоколада. Нагреваем темный шоколад до примерно 45 градусов импульсами по 30 секунд до полного растворения шоколада. И потом добавляем 20% колет. Интенсивно перемешиваем, чтобы эти колеты растворились. Таким образом темперируется шоколад. Конечно, если в помещении тепло, шоколад будет остывать медленно и темперирование не пройдет так хорошо. Поэтому, если в помещении довольно тепло, под миской с шоколадом можно взять что-то из морозилки, к примеру, замороженные ягоды. И интенсивно перемешиваем. Шоколад быстро остывает и таким образом проходит темперирование. Остужаю шоколад примерно до 29 градусов. Подготовила ацетатную пленку, предварительно еще перемешивая шоколад. Шоколад наливаю на ацетатную пленку и равномерно распределяю спатулой. Если у нас остались кусочки шоколада, которые не растопились, ничего страшного, с зубочисткой достаем, чтобы они не мешались. Такое бывает, если шоколад быстро остывает и эти колеты, которые мы добавили, не успели раствориться в шоколаде. Распределила более-менее равномерным слоем. И ацетатную пленку с шоколадом надо перенести на чистую поверхность, чтобы бока были ровные. И буквально сразу на поверхности стола шоколад уже застывает. Значит, темперирование прошло хорошо. Достаю торт из холодильника. И как только шоколад на ацетатной пленке становится более-менее матовый, не ждем, пока он полностью застынет. А когда уже он не будет стекать, визуально он становится менее блестящий, ставим на торт, придавливаем. Так как шоколад еще довольно мягкий, он сразу прилипает к торту. Укрепила скотчем, чтобы не раскрывалась ацетатная пленка. Потом торт ставлю в холодильник буквально на 5-10 минут, чтобы шоколад полностью застыл. Аккуратно снимаю ацетатную пленку. Слой шоколада у меня довольно тонкий, поэтому надо снимать ацетатную пленку аккуратно. Если хорошо протемперировать шоколад, блестящая поверхность ацетатной пленки передает свой блеск и шоколаду. Шоколадный бортик у меня выступает выше самого торта. Это тоже смотрите, как вам надо, как вы будете украшать торт. Можно сразу ацетатную пленку отрезать и по высоте, и по длине, чтобы было идеально подходило к нужному торту. Далее я прикрепляла сахарную и вафельную картинку. В одном из предыдущих видео я уже поделилась рецептом жидкого стекла. Это такой гель, который делает съедобную печать более яркую, под таким стеклом. Чтобы картинку прикрепить, я промазываю этим же самым жидким стеклом. Но так как слой шоколада довольно тонкий, надо аккуратно, чтобы этот гель, жидкое стекло, не был слишком теплый и не расплавил шоколад. Прикрепляю сахарную картинку. И так как окружность торта больше, чем А4 бумага, я дополнительно с обратной стороны добавила еще картинку из тонкой вафельной бумаги. Таким образом, картинка очень хорошо прилипает к любой поверхности. Далее буду готовить фигурку. Для фигурки нам понадобятся следующие ингредиенты. Вначале замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. Объединяем сливки, шоколад,
Подогреваем, но не кипятим. Все перемешиваем, добавляем краситель. Дополнительно можем добавить разные вкусовые добавки, разные ореховые пасты, ореховые пралине. Перемешали шоколад со сливками до однородности и добавляем набухший растопленный желатин. И наполняем молд. Вначале в молд я наливаю немного крема, отстукиваю, чтобы не оставались никакие пустоты. И потом заливаю формочку до верха. И поставить в холодильник или в морозилку. Если будем ставить в морозилку, конечно, фигурка застынет гораздо быстрее. По этому рецепту очень хорошо готовить именно фигурки, так как крем довольно плотный и хорошо держит форму. Конечно, из этого крема можно готовить не только фигурки, и разные другие элементы для декора с помощью молдов. Далее я фигурку буду окрашивать сухими красителями. Сухие красители я разбавляю водкой и кисточкой окрашиваю. С одной стороны, такие фигурки, они эластичные, можно как бы сгибать, подгибать, согинать и добраться с кисточкой и покрасить. С другой стороны, если мы где-то промазали мимо, такую фигурку сложнее почистить, чем фигурку из шоколада. Шоколад надо брать качественный, чтобы сама фигурка была вкусная на вкус. У меня на канале уже есть парочка видео кремов для цветов. Те кремы не особо подходят для фигурок, так как они более нежные. А этот крем, он на основе шоколада. Конечно, есть очень многие, которым не нравятся такие кремы. Вкус любого десерта, любого элемента, украшения, любого торта. Это все на любителя. Если кому-то что-то нравится, то другому это может вообще не нравиться. Поэтому просто надо приготовить, попробовать и узнать, подходит или не подходит этот рецепт для вас. Я считаю, что не все элементы декора, хоть и они съедобные, обязательно надо съедать. Для меня декор всегда остается декор. Да, он съедобный. Я выберу лучше добавить такую фигурку, чем несъедобную фигурку, чтобы как бы не обманывать ребенка, что это торт, а фигурку добавили какую-то там пластмассовую. Я лучше выбираю вот этот вариант, хоть и может это по вкусу будет не особо вкусно, к примеру, как и есть желатиновые шарики, которые вообще безвкусные, или декор паруса из рисовой бумаги. Они тоже твердые, безвкусные, но они эффектно смотрятся, красиво смотрятся, они съедобны. А такая фигурка, она на любителя. Окрасила фигурку, потом там, где я попала мимо, я взяла просто палочку с ватой, макала водку, очищала. Чтобы фигурку поставить на торт и она никуда не девалась, конечно, надо ее укрепить на палочку. Такая фигурка из такого крема не нуждается в изоляции на любой поверхности. Она может держаться даже на самом влажном креме. Следующий декор, который мы приготовим, готовится очень просто из одного ингредиента. Это у нас будет глюкоза и дополнительно красители, если надо. Берем глюкозу. Чтобы она была более удобная в работе, немного подогреваем, чтобы было более жидкое. И добавляем нужный нам краситель, перемешиваем и кладем на силиконовый коврик. Глюкозу распределяем. Можно совсем тонким слоем, можно оставить потолще слой. Это на ваше усмотрение. Коврик ставим в духовку 140-150 градусов примерно на 30-50 минут. Время выпекания зависит от температуры и нужного нам эффекта. Так как мне надо было, чтобы глюкоза быстро приготовилась, стала твердая, я выбрала сразу максимальную температуру 150 градусов и выпекала примерно 20-25 минут. Но также, если мы снизим температуру, можно даже выпекать 120 градусов, но, конечно, тогда надо будет подольше ждать. Поэтому тут вы просто смотрите. Если будем выпекать очень тонкий слой, то, конечно, пузыри, они у нас не будут такие выраженные. Чтобы были выраженные пузыри, тогда надо ставить температуру пониже и слой глюкозы потолще оставляем. Тогда будут такие вот прям выраженные пузыри.
Достала из духовки, глюкоза еще такая как бы подвижная. Если надо придать какую-то форму, только надо быть очень аккуратно, так как это все очень горячее. Остывает она быстро и становится твердая, как карамель. Это как бы такая замена изомальту. Конечно, такие круглые однородные леденцы не приготовить, но вот такая пузырная карамель очень эффектно смотрится на различных тортах. По вкусу это сладко, вкусно, детям обязательно понравится. И в итоге вот такой тортик получился с таким как бы несложным декором. Все элементы декора готовятся просто и, я бы сказала, довольно быстро и несложно. Конечно, в приготовлении такой картинки вот тут есть такие нюансы сушки. Если в помещении влажно, то картинка сушится дольше. Если сухо, то она сушится очень быстро. Но торт выглядит очень эффектно и красиво. Можно вот эти стыки картинки подогнать так, чтобы рисунок выглядел с таким плавным переходом, чтобы не было видно эти места, где она соединяется. Если картинка хорошо просушилась, она очень хорошо режется вместе с шоколадом, вместе с тортом. Чтобы был более ровный разрез, я сняла весь маршмеллоу сверху. Режу я просто сухим ножом. Главное, чтобы нож был острый, чтобы он хорошо прорезал шоколад. Так как шоколадный слой у меня не толстый, он очень аккуратно, красиво прорезался. И также сама картинка прорезалась очень хорошо и красиво. Конечно, если картинка не будет просушенная, при разрезе она будет немного прилипать к ножу. Торт получается очень нежный как и по составу, так и по декору. Были вопросы, как крепить различные декоры на такую картинку, которая покрыта жидким стеклом. С одной стороны, такая картинка думана для того, чтобы сразу украсить торт, и по бокам как бы уже мы ничего дополнительно не прикрепляем. Это такой как бы стиль торта, где декор у нас идет только сверху. Но я проэкспериментировала. Взяла торт-муляж, приклеила картинки, они мне полностью просушились. Приклеила я их тут на мастичную поверхность с тем же самым гелем жидкое стекло. И буду прикреплять разные декоры. Тут у меня шоколадное сердечко. Немного надо расплавить и прикрепить. Тут у меня такие мармеладки. Они у меня просушенные. Отдельно я добавлю рецепт с этими мармеладками и расскажу, как и что, как я использую, как они на вкус, что это такое. Но в то же время уже давно есть видео с этим рецептом на канале. Если кто-то не заметил, оставлю ссылку в описании. Готовятся такие мармеладки на сахарном сиропе с добавлением агара. И они потом высыхают и становятся такие, как камушки, как стекляшки. Но в то же время внутри они остаются желейные. Они не затвердеют полностью. Эти мармеладки я промазываю с этим гелем жидкое стекло и также прикладываю картинки. Если картинка полностью высохла, она не липкая, весь этот декор буквально сразу прилипает и держится очень хорошо. Если вы только приготовили такую картинку, тогда я вообще не советую по бокам класть какой-нибудь декор. Чтобы по бокам прикрепить, обязательно надо саму картинку полностью просушить. Тут я прикладываю картинку на картинку, чтобы тоже смотреть, как будет держаться. Тут у меня еще приготовленные шарики из желатина. И тоже попробую прикрепить и посмотреть, как они будут держаться.
Этот декор по вкусу никакой, но визуально очень эффектно смотрится. Тоже промазываю с этим же самым гелем жидкое стекло и прикладываю картинки на торт. Торт-муляж в этом случае. Все прилипает буквально намертво. Только прикладываем, все схватывается, застывает и держится просто идеально. Даже можно попробовать сразу приклеенный, который застыл, как он держится. Он как бы вообще его можно только силой оторвать, а так он держится намертво. Лучше всего держится именно шоколадный декор. А оторвать легче вот эти шарики, так как у них это место прикасания гораздо меньше. Конечно, какой-нибудь влажный элемент, как, к примеру, декор из упругого крема, к такой поверхности прикрепить нельзя, так как влага саму картинку сделает влажную, и все будет соскальзывать. И вот так я оставила вот эту всю подготовку, заготовку, эксперимент на сутки, и потом смотрю, как это все держится на второй день. Все держится, никуда не делось, никуда не отвалилось. Сама картинка стала еще более стеклянная, высохла до такой степени, что можно даже слышать звук как бы стеклянной поверхности. Но в то же время, если согинать картинку, она остается немного местами эластичная, прогибается, а местами ломкая. Это в зависимости, где она еще не полностью высохла. Декор, даже с силой, вот шоколадный декор я не могу сорвать, он намертво прилип. Чтобы его оторвать, приходится со всей картинкой. Для меня такая картинка, она уже сама по себе декор торта. Поэтому особо прикладывать какой-нибудь декор по бокам, мне кажется, уже будет лишний. Так как сама картинка выходит очень красивая, яркая, блестящая, она сама по себе достаточная. А дополнительный декор мы можем класть сверху. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!